Всем привет! Это канал Вяжу с удовольствием. Меня зовут Елена. Сегодня я вам хочу предложить видео по вязанию вот такой вот веселенькой весенней повязки, которая вяжется крючком, таким необычным узором из объемных кос, который кажется таким сложным, на самом деле очень-очень простой. Состоит всего лишь из 2 рядов и вяжется обычными столбиками с накидом и воздушными петлями. Справится любая начинающая вязальщица. Дальше я подробно покажу, как я ее вязала, и расскажу, что нам для этого понадобится. Вот. Еще сейчас я вам подальше покажу, как она смотрится в разложенном виде, чтобы вы более детально разглядели узорчик. Вот. И все ссылочки на фотографии, на мои соцсети оставлю под этим видео в инфобоксе, заглядывайте, а также в первом комментарии к видео. Ну всем, кому интересно, присоединяйтесь, смотрите видео дальше. Вот так узор смотрится вблизи, вот такие объемные косы. Несмотря на всю сложность и объемность, вяжутся они очень просто. Раппорт узора состоит из 2 рядов всего лишь. Понадобится уметь вязать только столбики с накидом и воздушные петли. Расход здесь тоже небольшой. У меня ушло неполных 2 мотка, то есть по одному мотку белого, по одному мотку серого, еще по половинке того и того осталось. Крючок здесь номер 4. Носить можно и так, и так. На основе этой повязки, как я уже сказала, можно связать шапку. Как я буду вязать шапку, я вам покажу во второй части. А сейчас, пока кому интересно, продолжайте смотреть это видео, как я вязала эту повязочку. Свяжем вот такой интересный узор. Раппорт его составляет 23 петли плюс 1 петля для симметрии. У меня здесь набрано 24 петли ровно на 2 вот такие дорожки. Так, набираем 24 воздушные петли самым обычным способом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так дальше до 24 петель. Набрала 24 воздушные петли, делаю 2 воздушные петли подъема, накид, и в 4-ю петельку от крючка вкалываюсь, делаю столбик с накидом, и весь этот ряд я провязываю столбиками с одним накидом до конца ряда. Связала 24 столбика, делаю 2 воздушные петли, поворачиваю вязание и распределяю следующим образом столбики. Это первый накид, следующий столбик вяжем второй столбик с накидом, накид, следующий столбик вяжем третий столбик с накидом, накид, и следующий столбик вяжем 4-й столбик с накидом. Воздушная петля, накид. Внизу одну пропускаем, следующую вяжем столбик с одним накидом. 1 накид, следующую столбик с накидом, накид, следующую столбик с накидом. 3 столбика провязали. Воздушная петля, накид, внизу одну пропускаем, следующую вяжем столбик с накидом. Далее еще 6 столбиков по порядку. Второй, третий, 4-й, 5-й и 6-й. Воздушная петля, накид, один внизу пропускаем, следующую вяжем столбик с накидом, накид, следующую петлю еще один столбик с накидом, накид, и еще в следующую петлю еще один столбик с накидом. Воздушная петля, накид, одну пропускаем, следующую вяжем столбик с накидом, и еще последние 3 столбика у нас в конце должно получиться 4 столбика, так же как и в начале. 1 готов, 2,
3 и 4. Так, вот готов второй ряд. Далее у нас идет смена цвета. Поворачиваемся, берем другой цвет. Я сейчас буду вязать синим, там у меня был белый, но это у меня уже другой образец, поэтому я возьму другой цвет. Вот так ниточку просто на палец накидываем и берем ее, подхватываем крючком, протягиваем. Здесь затягиваем и начинаем набирать петельки 1 и 2. Хвостик протягиваем между. Так, накид. Снова вяжем эти же 4 столбика. Первый у нас уже есть, второй, третий и 4. Так, 4 провязываем. Теперь нам нужно сделать 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 и 1 у нас на подъем будет как считаться. То есть мы сделаем 17 петлю, возвращаемся в 16 и делаем столбик без накида. И обратно возвращаемся, провязываем 16 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Если ниточки тоньше, то петелек будет больше. Там в том образце, с которого я брала, там было 24 петельки воздушные, но там были очень тоненькие ниточки. Вот, теперь нам нужно сделать следующее. Вот у нас что должно получиться. Ниточку немножко подтягиваем. Вот видим столбик, да, вот этот 4. Теперь нам нужно будет вот под эти 2 столбика, вот этот столбик и под этот столбик рядышком протянуть вот эту штучку, которую мы только что связали, этот шнур короткий. Вот так мы протягиваем просто его и вытаскиваем. Вот что получается. Протянули, вытащили. Теперь закрепляем соединительной петелькой. Вот берем, вкалываемся крючочком и соединительной петелькой закрепляем. Получилось такое колечко на полотне. Накид. Под колечко заглядываем и находим вот эти 3 столбика. Здесь уже воздушную петлю делать не надо. И просто эти 3 столбика мы провязываем. 1, 2 и 3. Так, вот. Снова делаем 16 воздушных петель плюс 1 петля на подъем. Итого 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Возвращаемся обратно в 16 петлю, делаем столбик без накида и дальше вяжем до конца этой цепочки все 16 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, ну, в общем, и так дальше.
провязала до конца этот шнурочек. Теперь снова я убираю крючок. Вот снова этот столбик нахожу, рядышком с ним еще один столбик. Вот под эти два столбика мы будем протягивать этот шнурок. Вот так крючком вкалываюсь в обратную сторону, захватываю шнурок и протягиваю его через эти два столбика. Так, стоп. Сначала нужно вот через это полуколечко завести. Вот такое перекрещивание должно получиться. А потом за эти два столбика. Так. Берем в петельку, возвращаемся и снова соединяем, делаем соединительный столбик. Так, вот что должно получиться. Накид. Здесь тоже никаких воздушных петелек делать не нужно. И провязываем вот эти средние столбики все по порядку. Один, там все, сколько там у нас есть. Я вам сказала, что 7, должно быть 6. У меня получается здесь 6. Да, в принципе, это не важно. Может и 7, может и 8, может и 10. В зависимости от того, какое вы хотите расстояние между косичками сделать. Так, вот. Снова подошли к дырочке к этой. И будем делать все то же самое. Набираем 17 петель, провязываем в обратную сторону и делаем все то же самое, как вот здесь мы делали. Такой же элемент. Вот в этих вот двух дырочках. Все, закончила я этот ряд. Вот эти последние 4 столбика я довязала. И все. Так. Теперь 1, 2 петельки воздушные подъема, накид. Дальше вяжем по порядку. Второй столбик, третий столбик, четвертый столбик. Воздушная петля. У нас раньше здесь была воздушная петля. Накид. И вот эти 3 столбика тоже также мы провязываем. 1, 2, и 3. Накид. Ой, воздушная петля, накид. И вот эти средние столбики. 1. У меня их получилось 6. Я уже говорила, что я немножко здесь ошиблась. Надеюсь, вы меня простите. Я набрала 24 петли. Сказала вам, что 24 петли раппорт плюс 1 для симметрии. Ну вот я набрала 24, поэтому у меня здесь в серединке получилось 26. Если бы я набрала 25, то у меня в серединке бы получилось здесь 7 петель. Но это, в общем-то, не важно. Я уже говорю, что здесь может быть какое угодно количество петель. Главное, чтобы вас устраивало расстояние между косичками этими. 1. Можно и больше еще сделать даже расстояние, чтобы сэкономить пряжу. 3, 4, 5, 6. Так, провязали, воздушная петля, накид. И теперь вот в эти 3 столбика снова переходим и вяжем их по порядку. 1, 2 и 3. Воздушная петля, накид. И последние 4 столбика мы довязываем. 1, 2, 3, 4. Так, вот этот последний столбик тут нужно с нюансиком с одним сделать, чтобы вот следующую ниточку вплести сюда. Накид,
петлю вытащили. Так, вот теперь я подхватываю 2 ниточки на крючок и синенькую я сюда протягиваю. И эту вот так закручиваю и довязываю столбик. Теперь я сразу же меняю ниточку, поворачиваю вязание. Синюю ниточку я откладываю и начинаю вязание серой ниточкой. 2 воздушные петли подъема, накид, 3 столбика я провязываю, 1, 2, 3. Теперь я подошла к нашей косе и буду делать снова 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, в общем 17 воздушных петель. Потом возвращаемся, их провязываем, как я уже показывала, и потом я вам покажу снова, как переплетать нужно. Вот шнурок связала, теперь я его протягиваю через вот эту первую петельку, беру его, подхватываю крючком и делаю соединительный столбик. Так, получилось вот такое кольцо. Накид, и снова нахожу эти средние 3 столбика и их провязываю. 1, 2, 3. Теперь я снова делаю 17 воздушных петель и провязываю их в обратную сторону столбиками без накида. Так, шнур готов. Теперь я его снова протягиваю, теперь уже через вторую половинку колечка первого. Так. И вот через последнюю половинку второго колечка в предыдущем ряду. Вот так. И теперь мы будем так делать в каждом, вот в этом лицевом ряду. Будем протягивать только через колечки. Через столбики нам уже протягивать не надо будет. Дальше провязываем средние столбики и вяжем вторую полоску этих косичек. 3. В общем, все столбики средние провязываем. Так, вот провязали средние столбики. Снова набираем 17 воздушных петель. Их возвращаемся обратно, провязываем их столбиками без накида. И снова делаем переплетение. Я провязала 17 петель, вернее 16, плюс 1 воздушная на подъем, и обратно 16 столбиков без накида у нас должно получиться. Вот такой шнурок. И теперь делаем переплетение. Заводим за первое полукольцо. Так, соединяемся крючком, соединительной петлей. Так. Первое колечко готово. Накид, 3 столбика средних мы провязываем. 1, 2 и 3. Делаем 17 воздушных петель. Возвращаемся назад 16 столбиками без накида. И снова делаем переплетение. Второй шнур готов. Теперь его протаскиваем через второе полукольцо. Получается переплетение. И второе полукольцо на ряд ниже. Через синенькое полукольцо во втором ряду. Все зафиксировали соединительной петлей. Вот что получается.
накид. Здесь довязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Изнаночный ряд, так же как и синий, вяжем по рисунку. 2 воздушные петли подъема, накид. Здесь дальше 3 столбика по порядку. Первый у нас уже из 2 воздушных. 2, 3, 4. Воздушная петля, накид. 3 столбика вот эти повторяем по порядку. 1, 2, 3. Не смотрим вот здесь ни на какие-то вот петли лишние, просто вяжем одну воздушную и переходим вязать только вот эти столбики средние. 1, 2, 3, 4, 5, 6, воздушная петля, накид, снова вяжем 3 столбика, 1, 2, 3, воздушная петля, накид, и последние 4 столбика провязываем. 1, 2, 3, 4 столбик. Вытаскиваем петельку после накида, захватываем синюю ниточку, под синей ниточкой протягиваем серую ниточку, потом обратно перекрещиваем и серую вытаскиваем, провязываем уже синей ниточкой следующую петельку, делаем 2 воздушные петли подъема и продолжаем лицевой ряд так же точно, как мы вязали только что серый ряд, и все последующие лицевые ряды. А все следующие изнаночные ряды мы будем вязать вот таким образом, как здесь. По рисунку 4 столбика воздушная, 3 столбика воздушная, центральные столбики, их может, как я уже сказала, быть хоть 6, хоть 7, хоть 8, хоть 9, хоть 10. Воздушная, 3 столбика воздушная, 4 столбика кромочные. Все. Получается вот такой у нас красивенький необычный узорчик. Очень напоминает косы спицами. Но здесь, кстати, может быть еще более фантазийное перевитие. Но просто на толстой пряже оно не очень смотрится. Поэтому я не стала делать. А вот на тоненькой пряже можно тут завернуть такие вензеля, что будет очень-очень симпатично. И никогда не поймешь, как это связано. Но я думаю, что это не последняя вещь в таком узоре. Поэтому мы еще повяжем. Ну и все, и продолжаем вязать на ту длину, на которую нам нужно. Я буду вязать по обхвату головы. Я связала необходимую длину. Так, сейчас я вам скажу, сколько у меня получилось. 30. Так, в общем, 46 сантиметров. На мою голову обхватом 56 сантиметров это вполне нормально получается. В растянутом состоянии оно очень довольно хорошо тянется, поэтому слишком сильно не делайте длину большую, если вы не хотите, чтобы у вас на голове потом это все болталось. Если вот так растянуть, а потом еще немножко оставить, то получается, ну, в общем, как раз 56 сантиметров и получается. Нормально, в общем, на голове плотно сидит, но если, конечно, хотите, чтобы болталось, то можно подлиннее связать, это естественно. Но это еще будет все зависеть от вашей плотности вязания,
Вот, потому что если вы, ну, может быть, туго вяжете, то вам будет мало. Ну вот, дальше переходим. Еще не сказала. В общем, если у вас начало белое, то конец должен быть серым, чтобы вот так у нас рисунок совпадал. Вот, теперь состыкуем петельку. Вот здесь у нас петелька остается. Мы в белую, в первую петельку вкалываемся, вытаскиваем из нее петлю и продолжаем состыковывать петельки, чтобы у нас все совпадало, косичка в косичку. Делаем соединительные столбики и соединяем наше изделие вот таким вот образом. Главное, чтобы у нас отверстия вот эти вот филейные, они совпадали друг над другом, чтобы у нас здесь было все красивенько, не съезжало ничего. В общем, вот соединительными петельками соединяем. На изнанке получается вот таким вот образом. Вяжем с таким нормальным натяжением по всему краю изделия. В принципе, можно обойтись и без обвязки, но на этой стороне у нас как бы более-менее выглядит, да, а вот здесь у нас переходы цвета были. Поэтому, ну, в принципе, можно, конечно, не обвязывать, но я считаю, что будет гораздо более аккуратно выглядеть, если обвяжем. В общем, вот так обвязываем, а потом можно еще рачьим шагом пройтись, чтобы изделие было более закончено. Выглядело более законченным. Вот рачьим шагом обвязываем. То есть в обратную сторону, еще раз показываю, кто если не знает, вот у нас петелька осталась. И мы вяжем не в ту сторону, а в обратную. Вот, следующую петельку вкалываемся, втаскиваем петельку, как бы получается перекрещенные такие петельки, провязываем, снова вкалываемся в обратную сторону, в следующую петельку, провязываем, 2 петельки вместе провязываем, снова так и так, так и так. У нас получается такой как бы кант. И с этим кантом, мне кажется, всегда изделие выглядит более законченным. И если, например, у вас получилось край столбиков без накида такой расхлябанный, то вот этот рачий шаг, он более стабилизирует. Получается такое более стабильное полотно. Вот так вот получается с рачьим шагом выглядит более аккуратно. Поэтому, если хотите, можете его выполнить по обеим сторонам. Вот, в общем, убираем это все и продолжаем дальше обвязку края столбиками без накида, а потом рачий шаг. В общем, с этой стороны и с этой стороны. Я пока что еще не закончила обвязку и сразу же хочу показать, пока вот эту белую нитку не оторвала, как сделать вот здесь такую стяжечку, чтобы получилась у нас вот такая вот челма. Вот здесь у меня белая ниточка еще не оторвана. Я вколюсь вот тут с краю, сделаю воздушную петлю подъема и следующую еще сделаю 2 петельки. Вот по порядку. 2, 3. Так, дальше 4, 5, 6. Все, я поворачиваюсь и продолжаю вязать. На этих 6 петельках воздушная петля. Просто столбиками без накида я свяжу какое-то количество рядов, для того, чтобы у меня получилась такая полосочка, и ею можно было бы стянуть вот этот край и закрыть шов. Сейчас я продолжу вязание и покажу, что должно получиться в итоге. Так, снова поворачиваемся, воздушная петля, в общем, и так далее. Стараемся вязать ровненько, чтобы полосочка получилась аккуратная, красивая, вот, чтобы ею можно было хорошо закрыть наш шов.
Все, продолжаем вязание на какую-то высоту. Все, у меня вот получилось такое количество рядов: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 17 рядов. Теперь мы вот так вот на противоположную сторону протягиваем, здесь собираем и вытаскиваем сюда. Теперь берем крючочек, вставляем вот сюда вот в первую вот в эту такую галочку. Вот он, сюда в галочку, под ниточку. Ищем вот эту петельку вот здесь и протаскиваем. Делаем воздушную петлю подъема. Во вторую галочку вкалываемся, делаем, ищем вторую петельку вот здесь, вот эту косичку вторую, вытаскиваем петельку, провязываем столбиком без накида. В третью галочку вот в эту вкалываемся, так, соединяемся с противоположной стороной, еще раз соединение столбиком без накида, сюда в эту галочку вкалываемся, здесь ищем петлю, провязываем столбиком без накида и вот сюда в крайнюю галочку и соединяем с противоположной стороной столбик без накида. Все, вот такая у нас получилась здесь перемычка. Хорошо соединяет, хорошо держится. Закрепили ниточку. Ниточку можно убрать сразу же. Вот так вот по краешку. Потом еще пройтись, взять иголочку и иголочкой еще убрать все тщательно. И все. Место соединения можно немножко вот так пододвинуть туда внутрь. Вот получается у нас вот такая вот челма. Ну вот и все. Такая челма у нас получилась. Она довольно объемная. Здесь я еще доделаю обвязку внизу и вверху тоже. Это я пока просто, чтобы вам показать и сэкономить время. Всем огромное спасибо за внимание. Всем творческих успехов, вдохновения. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться, оставлять свои комментарии. Это самая лучшая благодарность за мои труды. Всем пока-пока. Увидимся в новых интересных видео. С вами была Елена и канал Вяжу с удовольствием.